русском языке существует очень много похожих слов. Что-то, что-нибудь, кто-то, кто-нибудь, где-то, где-нибудь. Я уверена, вы все их слышали. На английский они переводятся одинаково. Something, someone, somewhere. Но на русском, как вы заметили, они разные. Но что общее между ними, это то, что у них есть частицы «то» и «нибудь». Как же правильно их употреблять? И в чем разница между этими частицами? Меня зовут Алина, и сегодня я вам объясню, в чем же разница и как мы употребляем эти частицы в русском языке. Для начала давайте поговорим о том, к каким же словам мы можем присоединять эти частицы. Мы добавляем «то» и «нибудь» ко всем вопросительным словам. Кто, что, где, куда, когда и так далее. Давайте посмотрим на примерах. Что-нибудь, что-то. Кто-нибудь, кто-то. Где-нибудь, где-то. Куда-нибудь, куда-то. Когда-нибудь, когда-то. Ну и теперь мы готовы говорить о том, когда же мы используем эти частицы. Для начала давайте возьмем «нибудь». «Нибудь» мы используем, чтобы подчеркнуть общий смысл места, времени, темы, разговора. То есть, когда мы говорим в общем смысле этого слова. Нам не важно, кто, что, где, куда. Например, такое предложение. Расскажи что-нибудь. Что-нибудь. Мне не важно, что ты мне расскажешь. Расскажи, что ты хочешь. Следующий пример. Кто-нибудь видел мой телефон? Кто-нибудь. Я не знаю, кто это мог быть, но может быть кто-нибудь видел мой телефон. То есть мне не важно, кто это был. Далее. Ты куда-нибудь ходил вчера? Куда-нибудь. Опять же, мне не важно, я не знаю, куда ты ходил вчера. Мне просто интересно узнать, ходил ты куда-нибудь или нет. Следующий пример. Ты где-нибудь видел мою книгу? Похожий пример на предыдущий, потому что где-нибудь мне, опять же, не важно где, мне просто интересно. И последний пример. Когда-нибудь я выучу русский язык. Когда-нибудь. Нет какой-то определенной даты. Мы говорим в общем смысле этого слова. Я надеюсь, что когда-нибудь это случится. Когда-нибудь я это сделаю. И второе. То. То мы используем, когда мы знаем сам факт или часть этого факта, но не помним подробностей или не знаем их. Например, я хотела тебе что-то сказать. Что-то сказать. То есть я знала, что я хотела сказать, но я забыла. Следующий пример. Кто-то оставил книгу на столе. Я не знаю, кто оставил эту книгу, но факт есть факт. Книга лежит на столе, я ее вижу, значит, кто-то ее оставил. Но так как я не знаю, кто это, то здесь мы скажем кто-то, а не кто-нибудь. Далее. Я куда-то положила телефон. Куда-то. Я не помню, куда я его положила, поэтому я должна сказать куда-то. Следующий пример. Я где-то видела этого человека. Где-то. Опять же, похожий пример на предыдущий, потому что где-то я его видела. Я не помню, где я его видела, но я его точно видела. И последний пример. Когда-то женщины не имели права голоса на выборах. Когда-то. Или мы не помним, когда это было, или здесь мы просто хотим сказать, что раньше это когда-то было. То есть нет точной даты, нет каких-то подробностей. И поэтому
вот тут мы говорим когда-то. Так, ну вот, с частицами то и не будь все понятно. Нет ничего трудного. Нужно просто запомнить, в каких ситуациях какую мы используем. И в качестве бонуса я хотела вам дать еще одну частицу, которую вы тоже, скорее всего, видели. Это частица кое. Но кое, в отличие от то и не будь, мы ставим перед вопросительным словом. То есть до этого было кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь, а кое будет перед кто, что и остальными вопросами. То есть это будет кое-что, кое-где, кое-куда, кое-кто и так далее. Главный вопрос, когда же мы используем частицу кое? Кое мы используем, когда мы знаем, что мы хотим сказать, но мы этого не говорим. Может быть, это маленький секрет, то есть вы хотите что-то оставить в секрете от того человека, которому вы это говорите. Может быть, это какой-то сюрприз. Или сейчас неудобный момент, чтобы сказать это, вы находитесь в компании, а вам нужно сказать что-то лично только одному человеку. И таким образом, если мы используем эту частицу, мы показываем, что сейчас я тебе это сказать не могу, но позже, когда мы будем одни, я тебе обязательно это расскажу. Таким образом, мы здесь можем сказать такую фразу. Я кое-что хочу тебе сказать. Кое-что, да? То есть я знаю, что я хочу тебе сказать, но сейчас неудобный момент или это сюрприз для тебя. Следующее предложение. Давай кое-куда сходим на выходных. Тоже вы устраиваете сюрприз для своей второй половинки. Может быть, вы хотите сходить на свидание в какое-то интересное место. И здесь вы говорите: давай сходим кое-куда. Чтобы не раскрывать весь секрет, можно сказать так, и тогда ваша вторая половинка будет заинтригована. Куда же мы пойдем? И последний пример. Я кое-кого видела сегодня. Например, такую фразу вы можете сказать своей подруге, когда вы встретили на улице кого-то из ваших общих знакомых, то есть вы обе знаете этого человека, и вот, чтобы начать беседу, чтобы заинтриговать вашу подругу, вы можете сказать так: я кое-кого видела сегодня. Ну вот и все. Что касается частиц данных трех частиц, кое-что и не будь, мы с вами все разобрали. В русском языке очень много частиц, которые на английский или вообще не переводятся, или переводятся все одинаково, поэтому тут перевод нам не поможет. Нам нужно понимать, в каких ситуациях мы используем ту или иную частицу, или то или иное слово. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.